Вот так он у нас сложен. И тут сейчас будем доставать. Если честно, я немножко прозрел от размера аппарата. Ну, конечно. Вот эти колеса не выживают вообще. Пришлось сменить на вот такие. Чуть-чуть ниже, но сейчас посмотрим. Первый тест. Мне кажется, чуть-чуть они более скользкие. Ну, эти повыше, конечно. Итак, уже сразу с опытом использования. Красавчик. Это у нас Highboy Max Pro. Реальные замеры. Уже есть определенный опыт. Ну, давайте начнем с самого интересного, с колес. Вот эти колеса — это печаль. Это печаль, хотя бы по той причине, вот на стеклышко я наехал, вы видите. Хорошо, что до камеры не достало. Постоянно, перманентно пробитые колеса. Уже и жидкости разные заливал, ничего не помогает. Вот это очень слабое колесо. Заднее колесо из-за нагрузки внутри просто рассыпалось. То есть она до корта рассыпалась, начала протирать камеру. Поэтому заднее колесо мы заменили. От вот этого к вот этому потрачено очень много денег. Вот. Ссылочка будет в описании на это колесо. Колесо бомбезное. В общей сложности проехал я примерно 1500 миль на этом скутере. Родное колесо просто стерто в ноль. Здесь мы подняли чуть-чуть фендер. Буквально туда гайку подкладываешь, то есть на 5 миллиметров, чтобы не затирало колесо вот в этом месте. Все остальное стало как по заводу. Чуть-чуть вибрация, но вот с этим колесом вам ничего не страшно. Вот. Но проблема в том, что это колесо не становится вперед. Вперед я еще в поиске. Заказываю, ищу. За счет того, что там уже фендер, туда не становится колесо. Докуплено за $70 родное сиденье. Кстати, очень удобно, если на дальняк ехать. И из нужного это, естественно, держатель для телефона, тоже оригинальный. Это первая версия без стабилизатора. Есть со стабилизатором, но вышла уже после того, как я купил эту. И китайская сумочка, в которой самая незаменимая вещь, если вы ездите на этом самокате, вам пригодится. Это насос, сеомовский насос. Ссылочка тоже будет на него в описании. Вот. Хороший аппарат. Проезжает с моим весом. Я тяжелый товарищ и вешу больше 120 килограмм. И он проезжает со мной порядка 20 миль в режиме драйв. То есть в среднем режиме он проезжает где-то 17-20 миль со мной. В эко-режиме едет 11 майлов в час. И, честно говоря, у меня на это нервов не хватает. Это слишком медленно. Что касается спорт-режима, то 10-12 миль. Но я думаю, что с моим весом порядка 10 миль. Мусор летает по Брайтону. Порядка 10 миль он пройдет без вопросов. Что касается еще по поводу колеса, я очень переживал насчет вот этого вот соска. Нужно следить, чтобы он торчит, видите, в каком положении, чтобы он не перетирал, ни в коем случае не затирал провод. Вот, друзья. Ну, в общем, такой аппарат ездит каждый день. Я же проехал больше, чем 1500 майлов. Единственная проблема с ним была — это колеса.
колеса не годятся, проблемные. Вот это колесо, это 11 диаметр, 10 не хочется ставить, становится 10 идеально сюда. Но тогда у тебя маленькое колесико становится. Вот это 11 я нашел. Теперь я пытаюсь найти 11 сюда, либо 10, но высокое. Потому что разница 275 и 245 будет, ну, честно говоря, ощутимо. Вот, друзья. Хорошая штука, я рекомендую однозначно к приобретению. Не буду рассказывать ни о каких дополнительных там вещах, какие режимы. Все просто включил. 3 режима. Режим D. 2 раза нажал режим S Sport. 2 раза нажал режим Эко. Мигает, не сфокусируешься. И 1 раз нажимаешь, включается свет. Собственно говоря, и все управление. Приложение достаточно скудное к нему. Там всего лишь можно включить-выключить круиз-контроль, что очень удобно, когда на дальняк какую-то едешь. И еще по поводу приложения можно заблокировать. Блокирует только заднее колесо, то есть мотор. Если ты его за сидушку приподнял, просто покатил на переднем колесе. Поэтому сильно не рассчитывайте, что это будет большая защита. Вот, друзья, то, что хотел сказать об этом замечательном самокате. Я не прогадал, потому что с моим весом это самый большой. Естественно, если вы весите там 75 килограмм, может быть, вам такой не нужен. Хотя с весом 75 килограмм в режиме эко обещают 46 миль. Все, друзья, всего хорошего, удачи вам. Покупайте хорошую сертифицированную технику.